Привет, меня зовут Мария, и сегодня в этом видео на моем канале Sound Like a Russian я бы хотела поговорить про мотивацию. Иногда про мотивацию, иногда про отсутствие мотивации. В общем, я начну говорить, и вы поймете, что я имею в виду. Во-первых, когда мы говорим о мотивации и изучении языков, можно, я сразу скажу, самый главный секрет. Секрет, который вам поможет выучить любой язык. Внимание, внимание. Не полагайтесь на свою мотивацию. Мотивация – это термин, слово, понятие, которое обозначает всплеск эмоциональный. Эмоциональный всплеск не может длиться долго. Пишет студент или студентка. Мария, я очень хочу заниматься русским языком. Готов заниматься 3 раза в неделю. Или хотя бы 2. Готов делать домашние задания. Хочу за год освоить этот язык по максимуму, насколько могу. В общем, я чувствую дикую энергию, дикую энергию в этом сообщении. И что происходит через несколько месяцев? Через несколько месяцев студенту становится трудно даже 1 раз в неделю заниматься. На домашние задания уже нет времени. Учить слова, окей, за 5 минут до урока посмотрим. Грамматика слишком сложная. И как-то в лучшем случае мотивация просто сходит на нет, появляются другие приоритеты в жизни, и язык становится уже некогда учить. Поэтому мой вам совет: не полагайтесь на мотивацию. У вас должна быть цель. Это здорово, если у вас действительно есть цель. Ставьте себе эти цели, когда вы изучаете язык. Формулируйте их как можно более конкретно. Сдать этот экзамен, понимать такие-то фильмы на этом языке, познакомиться и общаться с носителями этого языка. Цель может быть любая, какая угодно, но она должна быть для вас достижимая, реальная и интересная, конечно же. Вдохновлять она вас должна, безусловно. Но помимо цели нужно обязательно простроить себе рутину, график. Пусть процесс изучения языка станет вашей целью. Не только средством, но и целью. Выделяйте на это время. Может быть, каждый день, может быть, несколько раз в неделю, но выделяйте на это время. Выделите в своей жизни пространство для изучения этого языка. Примите это решение, и пусть это решение будет принято. Пообещайте самому себе, что вы идете к этой цели по тому пути, который вы наметили, по тому графику, который вы составили. И даже в минуты, когда ваша мотивация куда-то уходит, на вас накатывает усталость, другие дела, вы напоминайте себе о том, что мотивация тут ни при чем. Мотивация ушла, до свидания. А у меня есть цель, а у меня есть график, а у меня есть путь. И изучение языка – это часть моей ежедневной жизни. В общем, важно это трезвое отношение к изучению языка. Что я, наверное, хочу до вас донести сегодня. Самая главная мысль этого видео. Такое трезвое отношение к языку. Конечно, если вы влюблены в язык, замотивированы, он вас вдохновляет, люди вас вдохновляют, культура вас притягивает и будоражит и так далее, это прекрасно, это чудесно. Но поскольку это все эмоции имеют свойство подниматься и
и угасать. Потом опять подниматься и угасать. Не идите на поводу у ваших эмоций. Получайте от них удовольствие, конечно. Если вы вдохновлены, это всегда приятно. Но если нет, ничего страшного. Вы для себя решили, что вы изучаете язык. Вы для себя решили, что у вас есть определенный график, определенный путь. И вы по нему идете. Все. Опять повторю это слово. Трезво оценивайте время, в течение которого вы занимались или занимаетесь этим языком. Смотрите, если вы занимаетесь 1 раз в неделю с преподавателем, 1 час, получается это примерно 52 часа в год. 52 часа, это примерно 10 дней интенсивного обучения каждый день по несколько часов на подготовительном факультете, например. То есть, если вы занимались 1 раз в неделю, 1 час в неделю, не делали домашнее задание, вы не занимаетесь помимо этого часа, то через год ваш уровень, не может быть B2. Не может быть, да? Представьте, что вы позанимались 10 дней. Какой у вас может быть уровень? А1. Если вы интенсивно занимались и усвоили весь материал, который вам преподаватель давал. Нам часто кажется, и я тоже этим грешу, отследила в себе такое, если мы платим за занятия, то нам кажется, что я заплатил, и я купил результат. Я заплатила за урок с преподавателем, и как будто бы я купила какой-то результат в изучении этого языка и положила его себе в карман. Но нет, так не происходит. Когда вы платите за индивидуальное занятие преподавателю, или вообще, когда вы платите за свое образование, вы платите за время преподавателя, опыт преподавателя, знания преподавателя, внимание преподавателя, материалы преподавателя, его подготовку, его советы и рекомендации. Но результат можете создать только вы. Результат порождаете вы. Я сама знаю по себе, что когда ты наконец находишь преподавателя и начинаешь изучать язык с ним, то уходит какая-то тревога. Это немножко расслабляет. Кажется, все, у меня есть фиксированное время, я плачу за занятия, вот мой преподаватель, мой куратор, тьютор, помощник. Все, теперь точно выучу. И так расслабляет меня немножко. Все, сейчас процесс пойдет. Но на самом деле процесс пойдет только при одном условии. Если вы будете прилагать усилия, фокусироваться, уделять внимание, разбираться в этой теме. Итак, платить за урок не равно купить результат. Запомнили, да? Еще одно неравенство. Жить в стране изучаемого языка не равно практиковать этот язык. Тоже важно. Отслеживаем этот момент. Если вам кажется, что пока я не могу поехать в Россию, поэтому, наверное, изучать язык я не могу нормально. Я же не могу жить в России сейчас. Как я буду изучать язык? Как? Читать, смотреть, слушать, общаться онлайн с русскими людьми. Вот так. И никто вам не гарантирует, что если вы поедете в Россию, вы будете там общаться на русском языке постоянно. Это, конечно, бесценный опыт жить в стране изучаемого языка, да.
Но что очень часто случается, и что я наблюдала, например, на подготовительном факультете, когда я работала в университете в Москве, студенты приезжают из своих стран в Москву и окружают себя носителями своего языка. В общежитии у них там есть какие-то подружки, друзья, созваниваются постоянно с семьей, да, естественно, говорят на своем родном языке. Ходят в какие-то места, вот их места, не русские, а вот их. Даже в классе вот они разобьются на группки носителей языков. И во время перемен они тоже на своем языке разговаривают. И это понятно, потому что очень тяжело брать и говорить на неродном языке, в бытовых обычных ситуациях. Хочется расслабиться, хочется отдохнуть, а тут на тебе на русском языке надо думать, как купить там молоко в магазине. Просто это нужно понимать. Если вы находитесь в стране изучаемого языка, это еще не гарантирует вам практику, активную практику языка. Чтобы случилась активная практика, нужно это устроить. И устроить это можно не только в стране изучаемого языка. Вот и все. Вот эти мысли я бы хотела с вами обсудить. В завершение хочется сказать, что изучение иностранного языка – это всегда, конечно, сопротивление. Выход из зоны комфорта. Но выходить из зоны комфорта можно научиться, привыкнуть и сделать эту привычку приятным упражнением для мозга. Я вижу по своим студентам, которые знают несколько иностранных языков, я вижу по моим студентам-полиглотам, которые на нескольких языках общаются свободно, и это для них хобби изучать иностранные языки. Я вижу, что для них это уже удовольствие. Более того, это уже как наркотик. Такое упражнение для мозга, такой стресс. Это становится дико приятно со временем. Но к этому моменту нужно прийти. А прийти к этому можно не через мотивацию, а через мотивацию плюс принятое решение и хороший, удобный для вас, но насыщенный график, который вам поможет реально получать результаты в изучении этого языка. Все, мои дорогие, на сегодня все. Замотивировались, надеюсь. Пишите в комментариях, что думаете, согласны или не согласны вы со мной, ваши мысли, ваши наблюдения, рекомендации, советы. Интересно почитать. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. А я пойду делать домашнее задание по венгерскому языку. Знаете, как не хочется, если честно? Вы бы только знали. Вот вы бы только знали. Я сразу придумала 200 фильмов, которые мне нужно посмотреть. Я начала сразу вот снимать видео, 1000 видео за один день. Мне убраться сразу надо в квартире, пропылесосить, на пробежку выйти решила сегодня. Вот все сделала, только вот домашнее задание по венгерскому. Никак до него не дойду. Давайте с вами следовать своим обещаниям. Все. И я сейчас пойду тоже следовать.